Ну и сколько ты дашь за то, чтобы я избавился от всех этих тварей, что начали ошиваться вокруг таверны? Думаю, постояльцы помогут мне, и мы скинемся, 1000 звонких монет с изображением пальца вверх. Маловато за такой-то заказ. Ну, извольте, и вы-то не прославленный ведьмак. Так, если не устраиваю я, то обратись к этим проходимцам из отряда наемников. Поаккуратнее с языком, молодой человек. Эти ребятки и так воюют без конца за мир квеста. А если уж выживешь и выполнишь заказ, то попробуй задом рискнуть и присоединиться к отряду героев из квеста. Собственно, да, по ссылке в описании. А сейчас усаживай свое гузно поплотнее в кресло и слушай, внимательно слушай, какую нечисть нужно извести. В дикой охоте полно жутких монстров, которые способны создать много проблем для любого ведьмака, даже несмотря на серебряные мечи, которыми они владеют. Но среди них, то есть монстров, есть и такие зловещие существа, что даже иной ведьмак предпочел бы с ними не связываться. Они не обязательно сильны, однако их тактика боя, количество или просто устрашающий внешний вид заставляет дважды задуматься, прежде чем вступить с ними в бой. К сожалению, вам придется столкнуться с многими из них, будь то трупоеды, которые питаются мертвой плотью, призраки или огромные лесные стражи. Собственно, вот таких 7 существ, которых необходимо извести. Да, признаюсь, это своего рода рейтинг, и, конечно, он несколько субъективен, потому свои версии можешь писать в комментарии, друг мой. А мы давайте-ка приступим. И на 7-м месте у нас кладбищенская баба. Это более сильная версия гуля, которая часто встречается там, где можно найти множество мертвых тел. Например, кладбища или поля битвы. Они очень ревностно защищают свою территорию и агрессивно сражаются со всеми, кто представляет им угрозу. На живых людей они нападают только в том случае, если на их территорию вторглись или на ней кончились трупы, которыми они, собственно, и питаются. Но это не значит, что их не следует опасаться. Подобное существо стало покидать местное кладбище и нападать на жителей деревни Залипье, так что там для ведьмака есть работа. А вот на 6-м месте у нас отвратительная штука, именуемая Химом. Химы – одни из самых могущественных и коварных призраков в Ведьмаке. Они вселяются в человека, совершившего злодеяние, и питаются его чувством вины. Жертвы начинают медленно сходить с ума до тех пор, пока они не покончат с собой или не умрут, после чего Хим ищет новую цель. Вы встретитесь с подобным существом в квесте «Избранник богов» на Скеллиге. Их очень трудно убить, поэтому лучше попытаться обманом заставить его покинуть жертву и исчезнуть. А вот это довольно-таки распространенная тварюка, но оттого не менее опасная. Туманник. Да-да-да, я уверен, с таким вы уже встречались. Туманники обладают ужасающей способностью заманивать в туман уставших путников, отделяя их друг от друга. Их тела излучают свет, который привлекает одиноких жертв в извилистые скалы, болота, пещеры или другие места, где они могут устроить на вас засаду. Еще хуже того, что они могут стать невидимыми, превратившись в облако тумана, чтобы подкрасться к своей добыче. Многие путешественники, оказавшись на болотах, прятались до рассвета, чтобы не привлечь внимание этих существ. Да и вообще, туман штука опасная, потому держись от него подальше.
А также рекомендую держаться и подальше от наших следующих, так сказать, героев. Гнильцы. Да-да, это тоже трупоеды, которые и сами выглядят как гниющие трупы. Говорят, что их вонь просто ужасна, и что у них есть огромный аппетит к человеческой плоти, живой или мертвой. Разницы особой нет. Их разлагающиеся тела источают токсичные пары, которые могут отравить даже ведьмаков. Дело усложняется тем, что гнильцы редко бывают одни и часто охотятся целыми стаями. Более того, они довольно быстро бегают, что позволяет им гоняться даже за лошадью. Как будто этого мало. Когда вы почти убьете одного из них, его тело взорвется. Поэтому лучше всего что делать? Применять дистанционные атаки. Но не мне вас учить, вы ж, собственно, опытные. И потому вы справитесь со следующим монстром, именуемым Моровая Дева. Эти очень редкие существа иногда встречаются в местах, где болезни и эпидемии массово уничтожают людей. Неясно, создают ли они чуму или их притягивает какая-нибудь чума, но в любом случае их присутствие, разумеется, не к добру. Их разлагающиеся трупы испускают облако ядовитых паров, и рой охваченных чумой крыс повсюду следует за ними. Даже ведьмаки рискуют заболеть, сражаясь с этими жуткими существами. Встретить Моровую Деву можно в башне локации Коломницы. Потому запомни это место и будь осторожен. Так, а это у нас кто? Да, леший. Согласно поверьям, леший — это древний лесной дух, который принял физическую форму, чтобы наказывать людей, которые вредят в природе, в частности, лесам. Они имеют человекоподобное тело из крепких скрученных корней и череп оленя в качестве головы. Они очень сильны и в одиночку, но могут вызывать животных к себе на помощь во время боя. Вы встретите одного из них возле деревни Ферлунд на Скеллиге во время выполнения заказа «Сердце леса». Еще один заказ на лешего ожидает вас в Застенье, что в районе Новиграда. Штука-то здоровенная, опасная и очень смертоносная, потому аккуратненько. Ну и последнее, кто мне совсем не по душе. Это призраки, что представляют собой едва ли не самых зловещих врагов. Ну, не считая всяких там огромных, как вы их называют обычно, боссов. Особенно они опасны при встрече в ночное время. Они могут становиться бестелесными во время боя, и ты не сможешь нанести им ни капли урона в течение этой фазы. Лишь использование бомбы «Лунная пыль» или знака Ирден может нарушить ее. Также масло от призраков на серебряном клинке делает уязвимыми их для физического урона. Так что вот, пользуйся всеми теми советами, что я тебе огласил. Ну и давай-ка сообщай, на кого ж ты еще охотился-то в Неверленде. Уж больно-таки интересно узнать от тебя этого, дружище. Ну, а мы давайте-ка посидим, посмотрим, удастся ли нашему горе, как его, ведьмаку, что ли, да, поохотиться на этих вот тварей, что тоже оказались возле таверны. Надеюсь, мы наберем с вами 1000 звонких монет с изображением пальца вверх, чтобы заплатить ему, если ему все же удастся разобраться с этими-то бестиями. А пока предлагаю вам провести время в удобстве, в тепле и с отличной выпивкой в нашем прекрасном заведении Фэнтези Таверне, где я ожидаю тебя постоянно, друг мой. Заходи почаще и не огорчай старика-трактирщика. Ну а я буду для тебя рассказывать славные и интересные и пугающие истории. Потому до очень скорой встречи в Фэнтези Таверне.